Всем привет, меня зовут Аша, и сегодня я вам покажу американские танки в Москве. В этот ангар в течение большого периода времени свозили американскую технику, которую удавалось добыть союзникам СССР во время Корейской, Ирано-Иракской и Арабо-Израильских войн. И давайте вместе рассмотрим экспонаты. По окончанию Второй мировой войны американская армия остро нуждалась в новом танке, более быстром и маневренном, чем М-26. Не имея достаточно средств для создания нового танка, в 1946 году началась модернизация американского среднего танка М-26 «Першинг», который хорошо зарекомендовал себя на поле боя. В результате модернизации танк стал тяжелее, однако благодаря 12-цилиндровому карбюраторному двигателю воздушного охлаждения мощностью 810 лошадиных сил по сравнению с М-26 его скорость возросла. 30 июля 1949 года новый танк приняли на вооружение под обозначением средний танк М-46, назвав его в честь генерала Джорджа Смита Паттона. Первые новые американские танки М-46 Паттон срочно направили в Корею. В боях за Пхеньян, столицу Северной Кореи, сошлись советские танки Т-34-85 и американские Т-46 «Паттон». И в этом бою успех сопутствовал американским танкам, которые уничтожили 8 Т-34 без потерь со своей стороны. И в последующем успех также сопутствовал американцам. Тем не менее, в начале декабря 1950 года 6-й батальон, наступая от Пхеньяна, бросил почти все свои танки, и включая новые М-46 «Паттон». А во избежание попадания в руки неприятеля их должны были уничтожить американской авиацией. Однако китайским войскам все же удалось захватить несколько танков неповрежденными, и часть из них передали для изучения в СССР. И один из них вы видите прямо на этих кадрах. Танк М-48 «Паттон». Машина спроектирована в Детройтском арсенале как ответ на успешные действия в Северной Корее танка Т-34-85. Корпус танка был своеобразной, литой формы, которая позволяла максимально повысить уровень защищенности танка. А инженеры из Детройта закончили проект всего за 2 месяца, а потом они передали чертежи танка компании Chrysler и дали задание построить 6 опытных образцов техники. Экипаж нового танка предполагалось уменьшить до 4 человек, убрав стрелка-радиста. Это позволило снизить объем сильно бронированного участка и переместить механика-водителя на удобное для него место. Испытания выявили очень много недостатков, которые наспех залатали, оставив ряд серьезных проблем. Но войска США нуждались в новом танке, и в апреле 1953 года он был принят на вооружение. Собранные на скорую руку танки М-48 оказали медвежью услугу американским солдатам. Они часто выходили из строя, ломались практически на ровном месте и отправлялись на завод для ремонта и доработки. При этом заводы отказывались принимать то, что с танками что-то не так, и продолжали строить М-48, невзирая на упреки со стороны военных. Дебют новых американских танков сложно назвать удачным. Боевое крещение эти танки получили с 8 по 10 сентября 1965 года в крупнейшем танковом сражении Второй Индо-Пакистанской войны. Тогда 264 пакистанских танка М-47 и М-48 и легких М-24 первой пакистанской танковой дивизии перешли границу с Индией, и после чего решили атаковать индийские позиции в холмистой местности. На данном участке индийцы могли противостоять им только 135 устаревшими танками «Центурион» и М4 «Шерман», а также легкими танками АМХ-13. Однако пакистанские танки атаковали, не дождавшись поддержки пехоты, и очень скоро были полностью подавлены огнем противника. В этом бою индийская сторона, воспользовавшись преимуществом местности, атаковала неприятеля всеми возможными средствами – танковым огнем и связками ручных противотанковых гранат. В итоге танки первого пакистанского танкового дивизиона отступили, потеряв 97 машин, треть из которых была брошена экипажем в боеспособном состоянии, а индийская сторона потеряла только 32 танка, из них только 10 оказались невосполнимыми потерями. После битвы пакистанцы прозвали поле боя Паттон-Негр – кладбищем паттонов. Этот танк в войсках прозвали Супер Шерманом, танк М-51, и он был разработан в 1962 году. Он отличается установкой нового и более мощного оружия. Данную доработку танк получил в Израиле. К лету 1964 года модернизацию до уровня М-51 прошли 90 Шерманов. Танки находились на вооружении Цахал по меньшей мере до 1981 года, а затем они были переданы в резервные части, а потом по большей части списаны и распроданы. Несколько десятков было передано произраильским вооруженным формированием в Ливане, а около 150 штук танков М-51 было продано в Чили, где использовались до середины 90-х годов прошлого века, а незначительное количество также в Аргентину, Никарагуа и Уганду.
Гусеничный бронетранспортер М113 можно назвать главным символом американской армии. Машина уже более полувека в строю и претендует на звание самой массовой в своем классе. С момента принятия на вооружение в 1959 году тираж боевого автобуса приблизился уже к 100 тысяч штук. А это значит, что плавающий БТР с передовым алюминиевым корпусом еще долго будет мелькать в горячих точках по всему миру. И логично, что за столь долгую карьеру М113 оброс множеством модификаций и специальных версий. Старая рабочая лошадка НАТО – бронетранспортер М113, разработанный еще в 50-х годах прошлого века. До сих пор не портит борозды и продолжает свою службу не только в родной армии США, но и в армиях десятках стран мира. На сегодняшний день это самый массовый гусеничный бронетранспортер в мире. За десятилетия их производства в самих США и за рубежом их было построено около 80 тысяч штук. За время своей карьеры М113 применялся во множестве вооруженных конфликтов и несколько раз серьезно модернизировался. Конечно, сегодня старичка М113 постепенно вытесняют более современные машины, но и о завершении его боевой карьеры тоже говорить пока рано. Самоходный миномет М125А1 – трофей войны во Вьетнаме. Схожие по назначению машины на полугусеничных шасси американцы и немцы распробовали еще во Вторую мировую войну. А причины очевидны – больше мобильность, больше боекомплект и эффективнее защита расчета. И поэтому неудивительно, что аналогичная техника огневой поддержки достаточно быстро появляется и в линейке бронетранспортера М113. Внутри нет лавок для мотопехоты, а отсек занял миномет М29 на специальном поворотном станке. Раскрыв массивные створки люка на крыше, можно вести огонь прямо из машины. А чтобы это стало возможным, инженерам пришлось усилить базовый корпус. До конца 70-х годов Израиль не располагал танками собственной разработки. До появления бронемашин семейства Меркава израильским военным приходилось эксплуатировать технику зарубежного производства. Израиль получил от ФРГ некоторое количество американских танков М48, и в израильской армии зарубежные танки получили новое обозначение – МАГАХ. Базовый американский танк в Израиле прошел модернизацию. МАГАХ-3 получил более мощное вооружение. Вместо старой пушки калибра 90 мм израильские специалисты установили на нем 105 мм орудие Л-7 британской разработки. В середине 60-х годов Израиль начал производство этих орудий по лицензии, а на башне танка МАГАХ-3 установили новую командирскую башенку меньшей высоты. И в дальнейшем танки этой модификации прошли уже несколько небольших модернизаций, в ходе которых они получили то или иное оборудование. И, к примеру, в начале 80-х годов их оснастили системой динамической защиты Blazer. Танки семейства МАГАХ оказали большое влияние на израильскую оборонную промышленность. Регулярно обновляя и совершенствуя бронетехнику американского производства, Израиль получил большой опыт в деле создания танков. В итоге это позволило ему разработать и построить в большой серии танки Меркава нескольких модификаций. Новейшие боевые машины Меркава МК-4 считаются одними из лучших представителей своего класса, и в этом есть и определенная заслуга многочисленных проектов с общим именем МАГАХ. В ходе войны Судного дня в 1973 году в СССР были доставлены ряд трофеев. Среди них был и М60А1. Его разработка началась в 1957 году фирмой Chrysler в противовес советскому среднему танку Т-54 и была дальнейшим развитием конструкции танка М48 Паттон-3. М60 стал основной боевой машиной армии США, однако участие в боевых действиях со стороны США почти не принимал. На Вьетнамскую войну его по каким-то причинам не отправили, а к началу операции «Буря в пустыне» М60 уже порядочно устарел, а несколько десятков использовавшихся против Ирака танков этого типа использовались скорее в роли вспомогательных. Единственное действительное боевое применение М60 в американской армии – это вторжение США на Гренаду в 1983 году, но и тут М60 использовались в очень маленьких количествах. Уже к началу 1980-х годов танки типа М60 не удовлетворяли армейское командование. К тому же на вооружение были приняты более совершенные основные танки М1 Абрамс, и поэтому понемногу их стали выводить в резерв, а затем и вовсе сняли с вооружения. Но тем не менее машина оставила о себе в памяти как надежный и сравнительно несложный в ремонте и техобслуживании танк, способный действовать без существенных доработок в самых различных климатических условиях. Командно-штабная машина М577, и не путать ее с бронетранспортером из фильма «Чужой». Она создана на базе плавающего гусеничного бронетранспортера М113. И в отличие от исходной машины, у нее увеличена высота боевого отделения, установлена дополнительная генераторная установка, оборудование связи, палатка и оборудование для организации командного пункта.
Зенитная самоходная установка М-19. Не успев на Вторую мировую войну, М-19 попала на другую войну в Корею. И к этому моменту эти машины свели в дивизионы автоматических зенитных орудий, которые шли на комплектацию пехотных дивизий. И удивительно, почему подвижные ЗСУ ушли именно туда, ибо по логике они требовались в бронетанковые дивизии. На практике именно как ЗСУ М-19 использовались нечасто, и как показали бои в Корее, главная угроза была не с воздуха, а с земли. А тут огневая мощь Спарки 40-мм зенитных автоматов оказалась очень кстати. В ходе боевых действий в Корее дивизионы несли потери, и, как правило, это происходило в ходе масштабных наступлений северокорейских войск и китайских добровольцев. Как минимум, несколько машин данного типа оказались захвачены китайскими добровольцами в более-менее рабочем состоянии. Одна из них ныне находится в военном музее в Пекине, вторая в военном музее Пхеньяна, и, наконец, третий образец попал в Кубинку, и он перед вами. М-41 Уокер Бульдог – легкий танк армии США, и танк был признан не очень удачным и уже в 60-е годы прошлого века был снят с вооружения сухопутных войск США, но однако он остался на вооружении формирований сухопутных войск Национальной гвардии и применялся при подавлении, например, бунта в Детройте в 1967 году. Тем не менее, М-41 поставлялся во многие другие страны, в большинстве из которых он модифицировался с целью повышения боевых качеств или приспособления к местным условиям эксплуатации. И к началу 2000-х годов М-41 все еще состоял на вооружении ряда стран. Проект многоцелевой машины М-39 создавался в качестве простого и эффективного способа найти применение устаревшим самоходным артиллерийским установкам. Путем не слишком сложной переработки исходной конструкции был создан образец бронетехники, пригодный для решения широкого круга задач. Эта машина оказалась настолько удачной, что оставалась в строю до второй половины 50-х годов и с определенной эффективностью решала задачи транспортного характера. Во время Корейской войны один образец М-39 стал трофеем противника и вскоре попал в СССР. И эта машина сейчас перед вами. И вот такой обзор трофейной техники у меня получился. И также на моем основном канале Dasha Models есть обзор выставки трофейной техники из Сирии. Так что переходите на видео по ссылочке в описании. А мы с вами увидимся скоро в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.